Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня будет болталка на тему приворот на месячные. Вот у нас спросила наша девочка, если приворожить парня, с которым встречаешься на месячные, что будет? И как действует этот приворот? Рассказываю девочке то, что, как говорится, что на самом деле работает, как это привораживается, и что будет, если приворожить парня. Парня, любого мужчину. Вот когда уже женщина идет, когда мы делаем приворот на месячные, да, когда девушки делают приворот на месячные, когда есть какая-то безысходность и хочется, чтобы парень типа не бегал куда-то, к примеру, да, а вот прям аж еще больше хотел, чтобы больше хотел, зависел от нас, да, и все остальное, и поэтому делается приворот на месячные. Но, девочки, есть одно большое но. Есть привороты просто на крови, то есть, на крови, например, из пальчика, да, а есть приворот именно на, менструальной крови. И почему именно на менструальной крови? Потому что считается, что вот менструальная кровь — это когда у женщины связано с, овуляция, трали-вали, и эта кровь не совсем кровь, там содержится, там менструальная кровь — только, скажем так, часть, да, все остальное — это межклеточное вещество, там слизь какая-то, все, что связано с нашим женским, детородным органом, скажем так, грубо. Кто-то знает даже больше, чем я, как говорится, в этой теме, но все же. Насчет приворотов на менструальной крови. Они, девочки, работают, но не разобравшись, когда особенно вы в такой вот, в желании таком, чтобы мужчина больше к вам притянулся, зацепился, есть другие привороты, которые лучше работают без таких вот обраток и, каких-то, грёбаных последствий. А грёбаные последствия у приворота на месячной крови есть. И самое большое — это когда вы привораживаете мужчину, который пришел. Вот, смотрите, мужчины приходят в нашу жизнь разные, да. Иногда после каких-то расставаний с этими мужчинами мы думаем: "Господи, как хорошо, что это мой бывший, что я когда-то его, как говорится, вычислила, поняла, или то, что мы расстались". Со временем, вот смотрите, у каждой из вас есть бывшая. И вот переберите этих бывших навскидку. И, вы же когда-то этих мужчин любили, они вас привлекали, вы с ними встречались, жили вместе, или вы выходили замуж за них, да? И смотрите, некоторых же вы, добрым словом-то не вспоминаете, да? И они вас тоже добрым словом не вспоминают. И вот некоторых бывших, кажется, думаешь: "Господи, это мой просто какой-то жизненный опыт, нафиг он мне был нужен". Правда ведь? А в тот момент, когда эти мужчины приходят к нам в жизнь, мы так не думаем, да, мы еще не с ними не прошли огонь и воду и медные трубы, мы в какой-то эйфории, и либо нам вот хочется, мы в гормонах. И девочки, например, если вы видите малолеток, которые входят там в супер коротких юбках, открытые пупки и все остальное, вы их, даже если вы с возрастом вы были не такая, и вы начинаете их корить, не корите, девочки, потому что у девочек вот в таком вот возрасте, вот где-то до 25 лет, да, не все ходят там как эм, сотрудники библиотеки, да, такие в длинных юбках и с длинными косами там или еще как-нибудь, да. Многие как раз такие ведут такую жизнь, когда хочется и с парнями повстречаться и все остальное. Вот этот гормональный период. И человек, девушка, да, иногда и не понимает, что она на самом деле делает. Ей надо через это, как говорится, пройти. Поэтому кто-то выходит с этого периода и становится, как говорится, нормальной, скажем так, а кто-то не выходит. Но это я уже про такие случаи говорю. Так вот, девочки, привороты на месячной крови делают женщины, девушки именно тогда, когда, отношения хреновые, когда что-то не то, когда он уходит, приходит, а хочется его притянуть, завладеть им больше, чтобы он нам служил. Мы помним с бабушкиных еще методов, да, где-то слышали про вот эти привороты на месячной крови. Но один такой большой момент есть, что же они привораживают, над чем вы работаете. Вы-то хотите его приворожить, чтобы он больше уделял вам внимание, да, и чтобы он вам больше служил, этот мужчина, чтобы больше с вами проводил времени, чтобы с другими не гулял.
Но, девочки, приворот на менструальной крови так не работает. Он мужчину завязывает, это по-любому, он завязывает на вас. Но он завязывает этот приворот, нисколько даже не улучшает эти отношения, не улучшает отношение к вам этого мужчины, а менструальный приворот он делает так, что вот эта программа его в вашей жизни, да, его вот эти вот желания, возможно, маниакальные, возможно, не маниакальные, вот по отношению к вам, они усиливаются, и он не в состоянии сбросить эту привязку. И часто девочки не снимают. Вот как наводить приворот, все в курсе. А как его снимать, то, как говорится, ай, зачем его снимать? Он же будет хорошо действовать. Нифига, девочки. Особенно приворот на крови, он влияет так. Он усиливает очень серьезно и сильно, и очень на длительный срок то, с чем мужчина к вам приходил. К примеру, это ваш любовник, да, то есть за которого вы хотите замуж, или мужчина, с которым вы хотите, ну, чтобы он, например, на вас женился, либо чтобы вы с ним встречались, только он с вами и все остальное. На самом деле усиливается его программа. Вот если он у вас раз в 2 недели приходит, да, то без приворота у него, например, это когда-то закончится, у вас когда-то закончится, например, вы найдете нового себе мужчину, перестрадаете эти отношения, на этом все закончится, и вы поймете, что это какой-то бесхозный мужик, который нафиг вам был и не нужен. Но например, на этих же парней, на мужчин наводятся такие вот менструальные привороты. И что делает этот мужчина? Он не начинает ходить чаще, не начинает дарить подарки, да, он не начинает думать про серьезные отношения. Этот мужчина просто очень надолго начинает барахтаться в этой вот своей, скажем так, программе, которую изначально для вас определил. То есть, если любовница наводит, например, на женатого приворот на месячные, она таки будет любовницей для женатого, но это будет уже годами длиться. Причем даже когда она сама захочет вырваться с этих отношений, мужчина вырваться с этой программы не может, и он будет маниакально преследовать ее для того, чтобы она и оставалась его любовницей. Понимаете? Если, например, девушка, ну, у меня был такой вот разговор даже с моей подругой, у которой вот такая ситуация была, да, и потом мы с ней работали над этой фигней, чтобы это снимать. Причем даже просто так тупо уже, ну, не через кладбище, но кое-что похожее, короче, было, да. Та там была жесть. И, жесть в каком плане? Она ему подлила вот этой своей менструальной крови в вино. Он, кстати, много не пил этого вина, выпил буквально несколько глотков с бокала, да. И она вот меня спрашивала, а подействовал этот приворот или не подействовал. В результате, как он подействовал, да? Этот мужчина не стал ходить к ней чаще, не начал предлагать ей сердце, душу, руку и все остальное, да. Он просто тупо годами начал ее преследовать по поводу того, что каждые 2 недели вот один раз он по пьяни должен к ней прийти, и если она найдет кого-нибудь другого, она не должна от него избавляться, как это так, как она меня бросит. Там разговоры, выяснения отношений были. И, короче, я вам даже больше скажу, и я этого мужчину тоже знаю. И прошло даже довольно-таки много времени. И потом он мне даже, вот она потом решила от него полностью избавиться, да. То есть в соцсетях везде его заблокировала, поменяла номер телефона. Короче, что она только не сделала для того, чтобы от него избавиться, да, от этого мужчины. Почему избавиться? Потому что когда мы с ней это работали, мы ее освобождали. Мы ее освобождали. И она от этого хотела уже избавиться, потому что у нее она как прозрела, и этот мужик нафиг не стал не нужен. Но его-то мы не освобождали. И, ну, как бы мне тоже это нафиг не надо было, типа, бороться вот с этим, да. Тем более там не то, что ее работа одна была, там было много. На нем было столько вот этих кривых приворотов, что мужик просто спивался. Но в результате сейчас не все так плохо у этого мужчины. Он нашел себе ту, которая вот как раз-таки его и почистила. Но она за него взялась, понимаете, взялась и вот своей этой женской энергетикой, даже я бы сказала, не сколько даже женской, а вот
вот этой вот полумужской, она больше на мальчика так похожа, и она его вот как-то остановила в этом всем. И он более-менее сейчас хорошо живет, да. Но фишка в том, что он настолько сильно ее маниакально преследовал, что даже сбрасывал мне эти вот скрины с ее соцсетями закрытыми, и вот, типа, он хочет написать или там что-то писал, это, типа, она мне не отвечает. Я говорю, ну, не отвечает, значит, не хочет тебе отвечать, что ты, ну, доколупался до нее и все остальное. И вот, знаете, там было уже, вот у него это дошло до состояния злости, какого-то хихиканья, да, и того, что он просто уже ради интереса хотел рушить ей жизнь. Что он пытался делать, понимаете? И вот просто из-за того, что она полностью от него заблокировалась, ее это спасло. А если бы она от него не заблокировалась, да, то есть у нее вот это вот желание такое не ушло, не сошло с нее вот это вот затмение, да, то вот дальше он бы конопатил ей мозги, конопатил, а людям уже за 40. Вот и все. И все это длилось, я даже скажу, что, ну, лет 18 то точно, 18 лет. 7 из которых она, хотела за него замуж. На 7-й год она, сама предложила ему жениться. Он сказал, что я подумаю, да, и, короче, такая вот история была. И после она не хотела, чтобы ей ничего делали, чтобы ее освобождали, она просто в это вот все верила. И вот на 7-м году, короче, был этот вот, м переворот. Это я вам старую такую историю расскажу. Я к чему это? Что приворот на месячные, он привязывает мужчину, но привязывает мужчину к вам именно по той программе, по которой он вам пришел. А если, и, кстати, на это реагируют и лярвы, на это реагируют и такие вот, ну, негативные программы тоже. То есть иногда в нашу жизнь приходят мужики, которые на самом деле вот для опыта нам даны, да, чтобы, как говорится, в следующий раз на какую-нибудь херню-то и не попасться. Правильно? И мы эти опыты прорабатываем. И почему вот женщины становятся такие вот сильные, там, независимые, все остальное. И потом, э, что, разве женщина может себя назвать несчастной, если она сильная и независимая, да? Она не может, да, она через многое прошла, и она может уже, как говорится, много что. Это я даже скажу, что это, наверное, все-таки даже природой у нас так заложено, вот к определенному возрасту получать вот этот вот опыт, да. И пусть будут и плохие парни, мужчины, пусть будут и хорошие, чтобы нам было с чем сравнить и все остальное. Потому что у нас вот сейчас нас не выдают родители замуж, как раньше вот выдавали, и только в день свадьбы друг друга узнавали, да. Там немножко все по-другому было, и поэтому даже магия та стародавняя, она нацелена на какие-то такие, другие цели. Сейчас у нас мы, скажем так, выбираем себе мужа больше по любви, правильно? Или по любви, либо по материальному достатку. Кто за что, как говорится, что хочет, за то замуж и выходит. Но приворот на месячных — это как раз таки, девочки, приворот усиления той программы, с которой мужчина к вам пришел. И не всегда это любовь, семья, дети и все остальное. Поэтому здесь я, например, советую не практиковать вам приворот на месячных до тех пор, пока вы не уверены в том, что это положительный мужчина в вашей жизни. Да? То есть приворот на месячных можно делать на мужчину безболезненно и хорошо, и в плюс это будет, если э, вы с мужчиной хорошеете, если он не живет за ваш счет, если он не приходит к вам раз в 2 недели, и у вас просто это какие-то интимные отношения, и если он записал вас в свои личные какие-то, есть даже песня такая, ну, грязная, противная песня, я записала ее в свои, типа, ну, скажем так, проститутки, там, мягким словом сказано, а она еще, типа, об этом не знает, да. Так вот, девочки, вам надо знать, на кого вы наводите приворот. Во благо себе ли это, или не во благо. То есть с какой программой этот мужчина пришел. Поэтому приворот на месячную кровь — это старый, старый, старый приворот еще, как говорится, с тех времен, далеких времен, да. И делали его
немножко при других обстоятельствах, да, чтобы там удержать мужа, скажем так, но не для того, чтобы вот сейчас удерживать какого-то мужчину, который может быть один из. Понимаете? Это такой вот сложный приворот, который, если вы даже сделали, и у вас не клеится личная жизнь. Вот, девочки, если вы делали на кого-то приворот на месячной крови, да, прошло время, и вы думаете, что этот приворот не сработал, но вы в свободном поиске, в одиночестве, и к вам не клеятся мужчины, вам надо снять тот приворот с того мужчины, который вы наводили. Понимаете? Снять. Если вас этот мужчина до сих пор где-то преследует, говорит какие-то гадости или еще остальное, его тоже надо снять, если вы делали этот приворот на месячной крови. Понимаете? Как его снимать, это зависит от того, как вы его делали. В основном это все наоборот, да, то есть действия. Вспомните, как вы его наводили, либо читали где-то. Ну, вы должны вспомнить свою последовательность действий каких-то, да, и это последовательность действий наоборот. Либо даже чтение заговора задом наперед, либо есть специальные заговоры. Но заговор прочитать, если вы там делали ритуал целый на кровь, да, то я бы сказала, что эм, вот с выливанием такого же, например, вина или куда вы там что-то добавляли. Короче, э, я не могу сейчас вам полностью вот так вот дать, как снимать приворот на месячный, потому что все по-разному его делают, понимаете? Да, единственное, что там совпадает, что вы даете мужчине просто вот этого испить, да? Но у кого-то заговоры там проходят, у кого-то без заговоров проходит, да, у кого-то там задействованы еще третьи люди, да. Ну, короче, там много своих таких нюансов и моментов. Поэтому вспомните, как вы наводили, и по-любому к этому ритуалу есть и можно найти именно как снимать приворот с месячных. Можно не снимать именно с мужчины, да, можно снимать именно с себя, да. То есть приворот этот, чтобы не действовал на вас. А почему из себя я говорю? Потому что приворот это такая штука, которая действует и на мужчину, и на женщину. Если что-то завязывается узел, он завязывается с двух концов. Понимаете? Вы и он и вы. И для того, чтобы опять эти два конца появились, а не этот узел, надо разрубить. А рубится он, и вы становитесь вот этим, знаете, краем, и он становится краем. Поэтому приворот надо снимать, девочки. Или не наводить его вообще. Просто для себя. Вот даже кто не наводил, просто запомните для себя, что вот мужчина будет просто маниакально преследовать ту программу, с которой он к вам пришел. Если к вам пришел Альфонс, ворюга, там какая-нибудь зачара, там или еще что-нибудь, и если вдруг вы на него наведете этот менструальный приворот, вот он будет проецировать ту программу на вас, на которую было это все задумано, да, у него. Вот какие у него там даже мыслишки плохие, черные в вашу сторону было, как бы вас поиметь в прямом переносном смысле, да, так и он будет пытаться дальше это делать, будет мешать вам строить отношения с другими мужчинами, да, вот все время. Еще заметьте, появляться. Вот как только вы захотите нормальных новых отношений, хоп, появится у вас там. Ну, короче, лучше не наводите, девочки. Самое легкое, начинайте всегда, если вы хотите пробовать приворот, и вот прям очень надо, да, начинайте, девочки, с простых. Самых простючих приворотов, которые только можно придумать. Это, например, заговоры в форточку, да, э, вызов можно сделать какой-то, чтобы он к вам пришел, там позвонил и все остальное. Вот с них начинаете. Но приворот на месячный это такая вот байда, которая вот реально мужчину так вот программирует. И я даже не знаю случаев, когда бы, например, этот приворот не сработал бы. Женщина, когда дает свою месячную кровь в вине там или еще в каком-нибудь напитке мужчине, смотрит на него и очень сильно хочет, чтобы он сработал, это очень большой всплеск ее энергии идет, да, не сколько даже желаний и мечт, а именно вот в этот всплеск энергии при этом мужчине. И потом для того, чтобы снять вот это, да, надо надо практически противоположный эмоциональный фон иметь,
чтобы это снимать. Это тяжело. Поэтому я вам советую привороты на месячных не делать, девочки. Потому что вы не знаете, для чего вам дан этот мужчина. Понимаете? Он может дан вам не для очень хорошего. И может у него в мыслях не очень хорошее есть. И привороты на месячных, они идут для удержания мужа в семье. И еще особенно, когда там дети есть уже какие-то. Вот если углубиться в приворот на месячных, да, то это вот туда уходит. А на парней своих желательно, короче, не то, что желательно, настоятельно рекомендую никаких вот таких вот приворотов не делать. Самый простой и классный приворот, девочки, как приворожить мужчину, например, точнее заставить своего парня находиться с вами, хотя, может быть, вам это нафиг и не будет надо, но вы потом всегда можете его легко снять. Берете, отращиваете лобковые волосы свои, потом состригаете, потом их прячете в какую-нибудь бумажку, конвертик, между визиточками ложите. Ну, короче, как-нибудь, да. И, например, в кошелечек ему положили. Со своей фотографией где-нибудь. Короче, вот именно лобковые волосы, как приворот, то очень действенное, да. Если вы, например, на своего парня хотите. Потом, когда не хотите, чтобы оно влияло, просто запомнили, куда вы положили ему это все. Потом хоп, и забрали, да. И как только вы заберете, этот приворот тоже перестает работать. Потом у меня есть легкие привороты на картах, на игральных картах. На закрытом канале у меня есть, да, или там в спонсорской подписке есть такие привороты, как можно делать без того, чтобы на вас что-то легло, вот какая-то негативная такая программа, понимаете? Все, мои дорогие, вот такая вот была небольшая болталка про привороты на месячные. Не делайте, девочки. Это на самом деле гадость. Ее надо делать в таком вот зрелом возрасте, да, в зрелом возрасте, и то ради, например, любимого мужа, а не ради даже денежного мужа, который уходит с другой, который от него хочет деньги, и вы хотите от ним деньги, да, то есть этот менструальный приворот тоже вот ляжет не очень хорошо и криво, а нам это не надо. Нам не нужны кривые перевороты именно на нас. Все, мои дорогие, пока-пока.